Подруливающее устройство Brunvoll не работает. Был бросок тока, перенапряжение в сети 24 вольта и выбило много чего, в том числе отказало подруливающее устройство. Это электронное управление подруливающим устройством, выполненное на программируемых логических контроллерах, сокращенно PLC. В этом ящике находится 8 модулей PLC, реле, предохранители, клеммные колодки и переключатель начальных настроек и сброса этих настроек к исходным. Здесь обнаружены два сгоревших предохранителя. Один в блоке питания, это первый модуль, и один средний предохранитель в колодке предохранителей. Они отмечены стрелками. Замена предохранителей результата не дала, поэтому снимаем эти блоки, на которые предохранители заведены, чтобы выяснить причину, почему эти предохранители горят. Управлять подруливающим устройством можно в ручном режиме. После включения кнопки Main Switch, нажав Manual Pitch, можно управлять кнопками вправо-влево, минуя PLC. Но в этом режиме не работает стрелка отклонения и непонятно, когда 0, сколько и куда идет поток. Это крайний случай управления, но на крыльях таких кнопок нет, только внутри мостика. Итак, я разобрал последний, 8-й. Это у нас PLC блочок, в котором у нас короткое замыкание, горит предохранитель. Ну, что мы здесь имеем? Сразу бросается в глаза. Питание подходит вот здесь. Конденсатор фильтрующий. И вот это, скорее всего, варистор. Ну, сюда идет переключение через ключи, управление микросхемами. И с микросхем идет уже индикация на светодиоды. Смотрим. В одну сторону и в другую сторону. Вот он, виновник. Здесь я уже все прозвонил, все в порядке. Здесь все хорошо. Вот цепь питания. Маркировку этого SMD, этой детальки я не нашел. Но скорее всего это варистор. Питание 24 вольта. Поэтому можно сюда будет поставить обыкновенный варистор, не SMD. Ну, фильтрующий конденсатор, понятное дело, он должен быть в порядке. Когда был скачок тока по линии 24 вольта, варистор сгорел, он выполнил свою работу, теперь его нужно заменить. И все должно заработать. Вот такая SMD деталь стоит на этой плате. Это я вскрыл седьмой блочок PLC от подруливающего устройства. И здесь схема похожая, ну, чем-то похожая. Они питаются, они стоят на одной линии. Но здесь я не вижу на входной линии никакого варистора, что защищает, что может сгореть. То есть здесь может сгореть все, но учитывая, что эти два блока стоят на одном предохранителе, я предполагаю, что вот этот варистор, он является, вот этот вот варистор, он является защитным для обоих этих плат. Поэтому здесь пока я ничего делать не буду. Поменяю варистор на 8-й плате. Поставлю и посмотрю. А вот это блок питания, который тоже у нас вылетает вот здесь предохранитель. Я сейчас его убрал. Тоже горит предохранитель. Какое-то короткое замыкание в нем тоже. Уже весь пластик рассыпается. Уже за 16 лет работы уже просто хрупкий. Отваливается все. Сейчас разберу, посмотрю, что здесь на этой плате можно сделать. Так, вот это блок питания. Здесь видно чуть-чуть потемневшие места. Где-то здесь, возможно, что-то подгорало. Может быть, просто грелось. Где неисправность? Сейчас будем смотреть. Вот здесь подается питание на вот эти на два контакта. Плюс сюда пошел на предохранитель. И минус подается вот сюда. Я поставил предохранитель, пока на 1 ампер.
Сейчас будем смотреть, где же у нас пробивает. Итак, вот здесь на плате мы видим такой же, вот он, в коротком замыкании, такой же SMD деталь, как и на плате 8. И тоже, по всей видимости, это варистор. Поэтому я его отпаяю, поставлю обычный варистор. У меня есть на 26 вольт питание 24. Поставлю варистор на 26. Посмотрим. Вот эта SMD деталь обведена красным, которую будем менять на варистор обычный с ножками. Ну вот я поставил сюда новый варистор на 24 вольта. Вот такой сюда впаял. Здесь, где были у меня потемнения, я не нашел проблем. Просто эти детали пропаял. Если вдруг там был холодная пайка, вот здесь вот с обратной стороны, где здесь легкое затемнение, я эти места пропаял. Ну и варистор поставил. Это на блоке питания. Ну и такой же варистор поставил сюда. Это 8-й блок. Будет вот так. Ну вот так я все собрал. Назад. Блок питания уже разваливается, корпус все уже тут усохло и рассыпается. Так. Включил. Сейчас он все там что-то проверяет пока месть. Тут горит куча алармов. Это что у нас? Oil level. Ну, потому что сейчас все выключено. Power Alarm Central. Да, тут так и должно гореть красным. Потому что главная машина еще не включена. Это пока мы в состоянии стендбай. Питание присутствует. Это вот он self-тест все делает. Ну что, хальт. Написано хальт, это стендбай. Ну, пока что все хорошо. При попытке запуска подруливающего устройства начала выскакивать ошибка сервопресс на панели управления и на PLC. Вот такая индикация на PLC при неудавшемся запуске. Вот это отсек подруливающего устройства. Вот сам электромотор. Это сервомотор, который должен включаться, когда включается наверху на панели управления Main Switch. Это вот здесь боксы управления. Это силовая часть. Техподдержка сказала, что может быть не работает вот этот прессостат. Проверить давление на вот этом манометре. Здесь стрелка отсутствует, ничего не проверишь. Также они сказали, что должна стоять лопасти в нулевом положении. Вот устройство фидбэк. Вот это сейчас закрыто крышкой. Мы вскрывали, смотрели, чтобы он был посередине. Выставили посередине с помощью Manual Pitch кнопок. Включаешь на мостике Manual Pitch. Здесь Local Start. И в Local Start работает вот этот сервомотор. Тогда можно выставить лопасти в нулевое положение. Выставили, но все равно ничего с мостика не работает. Также техподдержка прислала схематические диаграммы подключения блоков PLC. Вот это первый блок, дальше идет второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Это подключение между блоками. Самих блоков схем нет, но между блоками может что-то прояснить. Вот мы видим вот этот F3 двухамперный предохранитель, который у нас выгорал. Это средний предохранитель в колодке. Вот он идет на линию X2 222. Вот она. Вот этот предохранитель у нас сгорал. И вот мы можем здесь проследить, что это X222 идет на восьмой модуль. Вот он, X222 идет 24 вольта на общую колодку, на общую шину, вот сюда. И здесь у нас стоял
варистор, который сгорел. В общем-то, и вот оно сюда идет тоже X222 на седьмой модуль. Тут вот у нас еще видно, что идет плюс предохранитель первый и предохранитель второй. Это входящая цепь 6,3 ампера. Вот оно идет, эта линия X22. Вот она, эта линия. Ну и тут мы видим, что это X2. Она приходит вот на второй модуль. Но здесь у нас стоят реле. Поэтому тут оно, видимо, не выгорело. Это четвертая линия уже вот здесь вот показана в третьем блоке. Это сюда идет питание от первого блока. Вот. Что у нас? Четвертая линия. Четвертый блок. Мы тоже видим X22. Вот он приходит на общую колодку. Но предохранитель не выгоревший. Поэтому странно, что, где еще искать. Также техподдержка посоветовала проверить вот это напряжение между точками 228 на колодке X2 и землей. Если присутствует 24 вольта, значит у нас прессостат работает. Я проверил, все хорошо здесь. Ну и тоже они посоветовали проверить напряжение между 70-м выводом и землей. Если здесь 24 вольт нет, значит нет выхода на управление сервомотором. Но они сказали, что может быть причина сбой в памяти EEPROM, что это сейчас нигде не достать, уже старое оборудование, запчастей нет. Сказали сделать ресет. Ресет сделали, не помогло. И тут теперь надо уже по этим схемам проверить вот эти контакты и действовать дальше. Несмотря на то, что вроде как все запустилось было, но подруливающее устройство не хочет работать. Хотя вроде здесь все было включено, поэтому я снял шестой блок. Вот этот шестой блок. Это блок output выходной информации. Его нужно внимательнее посмотреть, почему у нас нет выхода с этих PLC на управление мотором подруливающего устройства. Ну и как косвенный фактор еще было то, что здесь, как согласно вот этой схеме, желтым отмечено, нету напряжения между 70-м и вот третьим контактом. Все у нас вот этот бар X2, вот эти все подключения между землей и 70-м контактом нету 24 вольт. Проверяем вот этот блок output, шестой. Итак, вот я снял шестой блок. Это блок output. Вот эта плата. Транзисторы проверил, все в порядке. То есть было предположение, что один из транзисторов вышел из строя, который отвечает за включение сервомотора. Но транзисторы в порядке. И дальше смотрим. Итак, вот мы смотрим вот входящие 24 вольта на варистор. Сопротивление 2,5 Ома. Это явное короткое замыкание на варисторе. Вот он. 2,6 Ома. Короткое замыкание. Почему же тогда не выбивало предохранитель, на котором висят вот это питание? Смотрим внимательно. Сразу видно не было. Вот оно. Здесь оборвана дорожка. Поэтому я сейчас здесь пропаяю дорожку и заменю варистор. И эта плата должна заработать. Ну вот и все. Вот этот сгоревший варистор я заменил. Дорожку исправил. Теперь будет вот так. С таким варистором. Включаем. Ставим на место. Посмотрим, что будет. Пятый блок я проверил. Здесь все хорошо. Вытащил четвертый. Сейчас глянем четвертый. Вот он, четвертый блок, вот этот. И в четвертом блоке мы видим, что здесь тоже дорожка перегорела. Сейчас посмотрим вот этот варистор. Варистор пробит.
И дорожка здесь тоже, вот мы видим, берем, и никакого нету у нас реакции. Дорожка оборвана, варистор пробит. Так как оборвана дорожка, поэтому предохранитель у нас был цел. Вот так. Восстанавливаю дорожку, меняю варистор. Теперь выглядит вот так. Вот он, мой новый варистор. Дорожку здесь исправили. Ставим на место. После того, как я еще исправил здесь в 6-м и в 4-м дорожки и заменил варисторы, вот это мы видим лампочки. Загорелась 24 вольта. Сейчас получается, приходит на плату. Остальная индикация вот такая. Теперь осталось подключить, завести моторы и попробовать прокрутить подруливающее устройство. Итак, после ремонта электроники включаем. Ready for start. Старт. Перестанет блимкать. Возьмем контроль на себя. Слышно, как заработал мотор. Контроль здесь. Все. Поехали. Все работает. Отлично. Подруливающее устройство исправно.